Трудно представить, но дерево турана – туранга, по-казахски туранга, жель туранга, то есть туранга зовущий ветер, или турангыл, живут на Земле уже предположительно около 60 миллионов лет, возможно и больше, пережив ледниковые периоды. Его называют самым живучим деревом, а казахи называли всегда «шөл даланың падишасы» – «царь пустынной степи». Некоторые историки полагают, что дерево туранга получило свое название от древнего государства Туран, существовавшего на территории современного Казахстана и Средней Азии. Реликтовые деревья – это настоящие свидетели древних времен, хранящие в себе тайны прошлого. Туранга – это подвид тополя. Реликтовое дерево обладает уникальными качествами. Оно очень выносливое и стойкое к засухе, к экстремальным перепадам температуры. Обладает сильными корнями, способен тянуть воду с глубины 20-30 метров, а иногда даже с 50 метров. На такую глубину другие деревья не могут опускаться корнями. Туранга может питаться очень соленой водой, от которой другие растения гибнут. Все это позволяет этим уникальным деревьям жить там, где другие погибают от обезвоживания. Туранга укрепляет почву, поддерживает естественную природу от деградации, достает корнями пресные воды из самых глубин почвы и доставляет их на поверхность другим растениям. Растения, растущие рядом, питаются этой влагой. Рядом с деревом туранга появляется разнообразная растительность, и это задерживает передвижение песка, останавливается опустынивание местности. Удивительно, туранга может пережить полное высыхание водоема, превратившись в окаменелое дерево, а при появлении воды может снова пустить ростки. Турангу называют также разнолистным тополем. Он имеет 3 разных вида листвы. Снизу вытянутые, как пальцы, а сверху круглые. Необычно то, что даже в самую тихую погоду это дерево шелестит листвой. Поэтому казахи издавна называют его «жель туранга», то есть «зовущий ветер». На его причудливо искривленных стволах могут гнездиться разные виды птиц. Снизу, например, синицы, а сверху – беркуты, как в многоквартирном доме. Туранги всегда давали влагу и жизнь растениям, животному миру и людям, поэтому были священными деревьями для казахов. В тяжелые голодные годы, например, из его коры и кореньев готовили еду. Поэтому это дерево никогда не спиливали и не жгли. У казахов это считалось большим грехом. При надрезе коры дерева ножом выделяется розовый сок, похожий на кровь. Казахи называли их кровавыми слезами дерева туранга. Сегодня это реликтовое дерево занесено в Красную книгу Казахстана и охраняется государством как уникальный природный объект. Трудно представить, но когда-то, миллионы лет назад, казахская степь выглядела примерно как современная африканская саванна, такая, как, например, в Танзании. Примерно 23-5 миллионов лет назад климат на Земле был значительно теплее, а территория современного Казахстана представляла собой не сухую степь, а обширные пространства, напоминающие саванну. Теплый, субтропический влажный климат, мягкие зимы, чередование сухих и дождливых сезонов способствовали развитию саванного типа растительности. На территории Казахстана существовали тогда крупные озера и заболоченные участки. Вместо ковыльной степи и пустынь стояли редколесья и высокотравные луга, напоминающие современную африканскую саванну, как в Танзании. Сохранившиеся в Казахстане в основном в долинах рек и низинах туранговые рощи рассматриваются как остатки этих древних тропических или субтропических экосистем, саванноподобных лесов. В 1928 году в городе Павлодар на северо-востоке Казахстана
На побережье реки Ишим в местности Гусиный перелет были обнаружены сотни останков древних животных, живших в казахской саванне 2-15 миллионов лет назад. Это самый крупный палеонтологический памятник древнего периода в Евразии. Здесь были обнаружены кости гипарионов. Это древние трехпалые лошади, далекие и вымершие предки современных лошадей. Но в отличие от современных лошадей с одним пальцем и мощным копытом, у древних лошадиных предков на каждой конечности было по 3 пальца с одним крупным и 2 маленькими копытцами. Гипарионы опирались на центральный палец, а 2 боковых пальца были короче и не доходили до земли. Боковые пальцы были менее развиты, но помогали, вероятно, передвигаться по влажному, заболоченному грунту, сыпучим поверхностям, скользким тропам. Они увеличивали площадь опоры. Это не давало полностью погрузиться в мягкий грунт, песок или грязь. Боковые пальцы к тому же помогали удерживать равновесие на неровной местности. В Павлодаре также были обнаружены останки саблезубых кошек. Это вымершее подсемейство кошачьих. Данный вид жил около 4-4,5 миллионов лет назад. Они считались высшими хищниками и самыми крупными кошками своего времени. Эти хищники напоминали внешне тигра, но при этом они не являются предками современных тигров. Саблезубые кошки имели длинные клыки с зубчатыми гранями. В Гусином перелете были найдены останки древних мастодонтов. Их относят к семейству хоботных, но они отличаются от мамонтов и ныне живущих слонов, а также останки других древних животных – жирафы, безрогие носороги, бегемоты, антилопы, газели, страусы, гиены, черепахи и многие виды грызунов. Подобные останки древних саванных животных находят и в других регионах Казахстана, например, в Северном Казахстане, Восточном, Юго-Восточном и Западном Казахстане. Но здесь нужно понимать, что древние животные все же отличаются от современных африканских, обитающих в саваннах. Казахстан находится в более высоких широтах. Сезонные колебания температуры и в древности могли быть выражены сильнее, чем сейчас в экваториальной Африке. В отличие от Африки, в Казахстане существовала четкая сезонность с более прохладной зимой, хотя климат оставался в целом теплым. С течением времени из-за общего похолодания климата и иссушения влажные субтропические леса и саванны на территории Казахстана сменились степями и пустынями. Теплолюбивые виды не были адаптированы к сезонным перепадам температур и нехватке влаги. В итоге они постепенно вымерли, а на смену им пришли фауны, адаптированные к холоду и сухому климату. К примеру, предки современных сайгаков, лошадей и других копытных открытых степей. Сайгаки являются тоже реликтовыми животными, которые дожили до наших дней еще с ледниковой эпохи. Около 100 тысяч лет назад сайгаки были широко распространены по всей Евразии. Существовали разные подвиды сайгаков. Древние сайгаки были очень многочисленны. Они заселяли холодные, так называемые мамонтовые степи или, другими словами, тундра-степь, вместе с шерстистыми носорогами и мамонтами на землях от Европы до Аляски. Древние сайгаки были крупнее современных и отлично адаптировались к холодному и сухому климату. Сайгаки имеют уникальный хоботок, который сформировался как адаптация. Зимой хоботок греет холодный воздух, а летом фильтрует пыль. Позже некоторые подвиды сайгаков вымерли, например, сибирский сайгак. Современный же сайгак, сайга татарика, пережил ледниковый период и сохранился до наших дней. Но ареал его обитания сильно сократился. В XVIII-XIX веках, например, этот подвид сайгаков населял все степи от предгорий Карпат до Монголии,
а сейчас они обитают только в Казахстане, Узбекистане, России и Монголии. В 2002 году вид оказался под угрозой исчезновения, но к 2023-2024 годам, благодаря строгим мерам охраны, популяция в Казахстане значительно восстановилась. Трудно представить, что когда-то, миллионы лет назад, здесь бушевал древний океан Тетис. Ученые полагают, что остатками этого океана являются современные Средиземное, Черное и Каспийское моря. Плато Устюрт, полуостров Мангышлак в Мангистауской области западного Казахстана, известен своими марсианскими пейзажами, а урочище Бозжыра – самое удивительное место, которое привлекает туристов со всего мира. Плато Устюрт – одно из самых малоизученных регионов, полных тайн, что делает его притягательным для ученых. Оно простирается примерно на 200 тысяч квадратных километров между Каспийским и Аральским морями и далее охватывает территорию Узбекистана и Туркменистана. Полуостров Мангышлак часто называют уникальным геологическим музеем под открытым небом и учебником истории Земли. Плато Устюрт окружено 100-метровыми обрывами Чинками, имеющими слоистую структуру, сформированную миллионами лет воздействия ветра и воды. В меловых и известняковых плато сохранились окаменелые останки морских организмов, аммонитов, зубов акул, ракушек и скелетов морских рептилий, ихтиозавров. Здесь летом температура достигает 50 градусов, и жара сохраняется даже ночью. А зимой температура опускается до минус 40 градусов с постоянными ветрами. В урочище Тораш на огромной территории разбросаны тысячи каменных шаров. Некоторые достигают размеров 3-4 метров в диаметре и имеют идеальную сферическую форму. Подобные образования есть и в других уголках планеты, но такого количества, с такой плотностью и размерами нет нигде в мире. Ученые до сих пор не имеют единого мнения о природе образования данных шаров. Одна из версий – эти шары образовались миллионы лет назад на дне океана. Под воздействием воды и впоследствии ветра приобрели округлую форму.